Никто не ожидал, что Калифорния так расчувствуется еще до официального появления BTS. Всего через несколько дней после незабываемого хаоса в Мексике, потрясшего интернет, в социальных сетях внезапно начала распространяться новая волна восторга. Фанаты стали замечать необычную активность в аэропортах, черные фургоны, движущиеся возле роскошных отелей и растущие толпы, собирающиеся вокруг стадиона Стэнфорда задолго до начала запланированных концертов. Сначала многие думали, что это всего лишь очередной слух, созданный восторженными фанатами в интернете. Но в течение нескольких часов Калифорния постепенно превратилась в центр вселенной BTS, и ARMY по всему миру начали задавать один и тот же вопрос: прибыли ли BTS уже на следующую главу тура A-Ring? Добро пожаловать обратно на мой канал, где мы исследуем самые эмоциональные, незабываемые и вирусные моменты BTS, происходящие по всему миру. От легендарного концертного хаоса до скрытых взаимодействий между участниками, о которых фанаты не перестают говорить, здесь начинается каждая незабываемая история BTS. Сегодня Калифорния, возможно, уже готовится к одному из самых масштабных и эмоциональных концертов BTS, которые фанаты видели за последние годы. После эмоционального финального вечера в Мексике многие фанаты заметили кое-что необычное в участниках. Атмосфера, окружающая BTS, перестала быть обычной атмосферой мирового турне. Она стала более личной, более эмоциональной и, как ни странно, даже более значимой, чем раньше. Видео из Мексики продолжали доминировать в социальных сетях в течение нескольких дней, особенно эмоциональные моменты взаимодействия участников во время заключительных репетиций. Фанаты заметили, как участники были переполнены любовью ARMY, и многие считали, что эти моменты перенесутся и на концерты в Калифорнии. Когда распространились слухи о том, что BTS, вероятно, прибудут в Калифорнию для репетиций перед выступлениями на стадионе Стэнфорда, фанаты немедленно начали ехать в район залива. Сообщается, что отели рядом с местом проведения концерта были переполнены ARMY из разных стран, а близлежащие улицы постепенно окрасились в фиолетовый цвет от мерча BTS, баннеров и ARMY Bumps, светящихся всю ночь. Некоторые фанаты признались, что ждали годами возможности снова увидеть всех 7 участников вместе на таком огромном стадионе. И теперь этот момент внезапно стал реальным. Еще более эмоциональным моментом стало то, как по-разному выглядели участники группы после концертов в Мексике. RM, как всегда, казался спокойным и сосредоточенным, справляясь с невозмутимым давлением, связанным с организацией еще одной исторической серии концертов BTS. Поклонники в сети хвалили Намджуна за его невозмутимость даже в самые сложные моменты, и многие считали, что его речи в Калифорнии могут стать одними из самых эмоциональных за весь тур. Джин, тем временем, продолжал дарить тепло везде, куда бы ни пошел. Даже короткие видеоролики, где он приветствует сотрудников или улыбается фанатам, мгновенно распространялись в социальных сетях. Многие фанаты говорили, что его энергия была успокаивающей в этом хаосе, словно он помогал участникам и ARMY оставаться расслабленными. Шуга также стал одной из главных тем для обсуждения. Фанаты заметили, насколько эмоционально он выглядел в последнее время, особенно наблюдая за толпой. Многие считали, что Юнги глубоко впитывал каждый момент, и люди начали задаваться вопросом, не продемонстрирует ли он еще больше эмоциональных моментов во время заключительных речей в Калифорнии. Энергию Джей Хоупа по-прежнему невозможно было игнорировать. Еще до начала концертов фанаты за пределами стадиона уже включали его песни и танцевали вместе. Многие в интернете шутили, что одной энергии Хобби достаточно, чтобы разбудить весь штат. После недавних взаимодействий Чимин стал одной из самых эмоциональных тем. Многие заметили, как сильно его тронула поддержка толпы в Мексике, особенно когда фанаты подпевали. Видео, на которых Чимин эмоционально улыбается зрителям, продолжали распространяться, и многие считают, что Калифорния станет для него еще одной незабываемой главой. Затем, конечно же, были Тэхён и Чингук. После того, как Мексика буквально взорвалась в интернете из-за их игривого взаимодействия, фанаты немедленно начали следить за каждой новостью. Некоторые ARMY считают, что Калифорния может подарить еще более масштабные «тыкук-моменты» из-за эмоциональной атмосферы. Фанаты особенно не могли перестать говорить о недавних выражениях лица Тэхёна. Многие посчитали, что он выглядел необычайно задумчивым, а Чингук казался более наблюдательным, чем обычно.
С наступлением ночи вокруг стадиона Стэнфорда атмосфера стала еще более невероятной. Фанаты собрались снаружи, вместе распевая песни BTS под светящимися фиолетовыми огнями, надеясь услышать звуки репетиции изнутри стадиона. Некоторые часами оставались на улице, несмотря на отсутствие билетов, просто потому что хотели почувствовать атмосферу праздника. Это больше не было похоже на ожидание концерта, это было похоже на наблюдение за тем, как история разворачивается в реальном времени. Калифорния перестала быть просто очередной остановкой в туре, она стала местом встречи миллионов эмоций и воспоминаний, накопленных за годы. По мере того, как продолжается обратный отсчет до стадиона Стэнфорда, никто поклонники действительно знают, что произойдет, когда наконец зажгутся огни. Они ожидают легендарных выступлений и неожиданных взаимодействий, но после всего, что произошло в Мексике, многие чувствуют, что Калифорния может стать тем моментом, когда весь мир снова вспомнит BTS вместе. С началом первого дня официальных саундчеков атмосфера вокруг стадиона Стэнфорда накалилась, окутанная пеленой чистого предвкушения. Низкий гул баса из нового ремикса «Эрирнг» проникал сквозь бетонные стены стадиона, заставляя толпу снаружи затаить дыхание. Каждый раз, когда традиционные корейские инструменты смешивались с современными ритмами, раздавались истерические возгласы, сигнализирующие о том, что BTS приехали не просто выступать. Они прибыли, чтобы представить культурный шедевр, доведенный до совершенства еще со времен их пребывания в Мексике. За кулисами начали появляться сообщения о физическом и психическом состоянии участников в загадочных постах персонала. Сообщалось, что 7 участников провели на репетиционной сцене значительно больше времени, чем было запланировано изначально. Говорят, они были невероятно перфекционистами, перестраивая хореографию под огромные масштабы стадиона. Их основное внимание, как сообщается, было сосредоточено на переходах между песнями, которые, предположительно, включали кинематографические и визуальные элементы, невиданные в предыдущих турах, сюрприз, специально подготовленный для калифорнийских ARMY. Самый трогательный момент произошел с наступлением ночи и падением температуры в районе залива. Вместо того, чтобы разойтись, тысячи ARMY начали зажигать экраны своих телефонов, создавая море белого света, сравнимое с лунным. Увидев это проявление преданности на мониторах внутри стадиона, несколько участников, как сообщается, приостановили репетицию, чтобы посмотреть на пустые трибуны, представляя себе море людей, которое заполнит эти места всего через несколько часов. Этот момент молчания стал свидетельством глубокой связи между айдолами и их поклонниками. Социальные сети снова взорвались, когда начала распространяться нечеткая фотография, предположительно, Чингука, практикующего воздушные трюки или летающую ягу. Фанаты предполагали, что Чингук вернется к выполнению экстремальных воздушных трюков над толпой на стадионе Стэнфорда. Тем временем слухи о неожиданном сотрудничестве с местными американскими артистами набирали обороты после того, как несколько ведущих музыкантов опубликовали свои места недалеко от Пало-Альто. Калифорния действительно стала плавильным котлом для фанатских теорий и завышенных ожиданий. Эта эмоциональная напряженность еще больше усилилась из-за внезапного изменения официальной сувенирной продукции тура. В Калифорнии появилась лимитированная серия, выполненная в цветовой палитре заката, сочетание фиолетового, оранжевого и розового, которую фанаты интерпретировали как «обещание под калифорнийским небом». Каждая мелочь, казалось, была намеренно разработана для того, чтобы создать впечатление, что тур Эрирнг – это не просто музыкальное торжество, а церемония возвращения BTS на мировую сцену с более зрелой идентичностью. Не менее интересными были передвижения отдельных участников вне репетиционных часов. Ви, или Тэхён, был ненадолго замечен в местной художественной галерее в простой маскировке, но его острый, безошибочно узнаваемый взгляд был замечен зоркими глазами фанатов. Его спокойное присутствие в общественном месте создавало впечатление, что участники пытались лично впитать энергию Калифорнии, прежде чем выплеснуть эти эмоции на сцене. Именно эта человечная сторона BTS всегда заставляла ARMY чувствовать себя так близко к ним. За несколько часов до официального открытия ворот стадиона атмосфера в деревне ARMY, созданной фанатами самостоятельно, напоминала международный культурный фестиваль. Люди из разных стран, возрастов и социальных слоев делились историями о том, как музыка BTS спасала их в трудные времена.
В этом и заключалась истинная сила калифорнийского концерта. Он служил живым свидетельством того, что музыка преодолевает языковые барьеры, а физическое присутствие всех 7 участников на американской земле было символом вечной любви. Теперь, когда солнце начинает садиться за калифорнийский горизонт, небо превратилось в идеальное фиолетовое полотно, словно сама Вселенная даровала свое благословение. Тысячи людей выстроились у ворот стадиона Стэнфорда, их сердца бьются в унисон. Они знают, что как только погаснет свет и прозвучит первое вступление, мир уже никогда не будет прежним. Калифорния готова стать самой эмоциональной главой в истории BTS, ночью, когда прошлые воспоминания и будущие надежды сольются в один потрясающий голос. Калифорния готова, и ARMY готовы, но главный вопрос – действительно ли наше сердце готово ко всем эмоциональным моментам, которые вот-вот развернутся сегодня вечером на стадионе Стэнфорда? Перед началом концерта напишите в комментариях одно слово, описывающее ваши чувства прямо сейчас. А если вы не хотите пропустить эксклюзивные обновления фанкамов или скрытые взаимодействия между участниками завтра утром, обязательно подпишитесь и включите уведомления. Давайте вместе станем свидетелями этой истории. Я люблю тебя, Purple You.